Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества вязания пряжи». У меня на канале мы в компании рукодельниц вяжем красивые вещи ручной работы крючком и спицами. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все оповещения, чтобы не пропустить мастер-классы по вязанию и обучающие видеоуроки. Так как я очень люблю вязать крючком, то в основном все мои проекты вяжутся крючком. Но есть еще и мастер-классы по вязанию спицами. Я вам обещала в предыдущем видео, что покажу вам пряжу, которую я купила для новых проектов. И также хочу вас пригласить на проект, мастер-класс. Что будем вязать, сейчас я вам расскажу по ходу просмотра видео. Начну вас знакомить с новинками пряжи, которые у меня появились. Опять же, я прикупила пряжу Flowers от Yarnart. Вы, наверное, уже поняли, что я люблю вязать из этой пряжи. И мне не хватило на платье, не хватало, чтобы довязать. Изначально я хотела вязать тунику, потом мне настолько увлек процесс вязания, что и еще у меня рукодельницы, мои подписчицы выбрали мастер-класс по вязанию платья, и я продолжила вязать, связала платье. Все ссылочки на мастер-класс по вязанию платья Лилия вы найдете в описании под видео и также в конечных заставках. Платье я связала, осталось его только постирать. И вот такая у меня пряжа. Здесь черный цвет я уже задействовала. Номер 259. Всеми известная. Из нее рукодельницы вяжут в основном шали, платья. И она мне тоже очень полюбилась. 55% хлопок, 45% полиакрил, 250 грамм. И в одной вот такой таблеточке содержится 1000 метров. Всего в упаковке 2 мотка. И я хочу из нее связать кофточку, тоже крючком. Какую буду вязать кофточку, потом вам как-нибудь покажу в следующем влоге. Если вы, конечно, захотите такую же связать, то будем вязать вместе. И сразу же, не все смотрят видео до конца. Значит, мы вяжем на канале жакет крючком. Называется жакет «Незабудка». У меня создан специально отдельный плейлист по вязанию, где собраны все части мастер-класса для удобства подписчиц. Проходите тоже по ссылочке в описании под видео и в конечных заставках. И присоединяйтесь к вязанию. Я уже его практически связала. А сегодня у нас пятница, 13 марта. Такое день и число мистическое. Я буду для вас готовить, снимать мастер-класс по вязанию рукава основной части. И в следующей части мастер-класса у меня будет, мы будем вязать окат рукава. Один рукавчик я уже связала. И вам покажу, как вяжется полностью рукав, вточной рукав. Публикую видео, скорее всего, на следующей неделе. Так что, кто вяжет вместе со мной, давайте будем заканчивать работу. И я вас всех жду. На следующей неделе стартует новый проект. Я вас всех приглашаю, кто со мной вяжет, кто вязал со мной платье Лилия, жакет «Незабудка». Давайте будем вязать с вами новый проект. Готовимся к лету. Готовим себе, вяжем красивые, неповторимые вещи для встречи весны, лета. И у нас, пока мы располагаем временем и возможностью, давайте будем вязать вместе на канале. Сейчас я вам покажу пряжу для нового проекта. Мы будем с вами вязать ажурную красивую кофточку крючком.
Я вяжу на размер 48-50. Где-то мой такой вот размер 48-50. И буду снимать подробный мастер-класс. Так как за эту модель тоже голосовало очень много подписчиц моего канала. Выбрали, значит, кардиган. На следующей неделе будем тоже завершать работу по кардигану. Тоже по просьбам рукодельницы. Они мне давно уже просят закончить эту работу. Значит, мы ее закончим, кардиган. Там осталось совсем чуть-чуть тоже связать. Закончим жакет незабудка. И вот я уже буду, так как у меня уже практически все связано, я буду вязать новый проект. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилась эта кофточка и вы будете ее вязать. А также обязательно в комментариях мне напишите, кто присоединится к совместному вязанию. Я хочу посмотреть, сколько человек будет вязать вместе со мной и вообще стоит ли мне снимать мастер-класс по вязанию данной красивой, очень ажурной кофточки. И ее выбрали у меня на канале подписчицы и проголосовали. Далее я уже тоже у меня в планах подыскивать модели на просторах интернета, вам показывать. И опять же устроим голосование, какую модель, какой проект мы будем с вами совместно вязать на канале. Вот, смотрите, я приобрела 2 вида пряжи для летних моделей. Взяла белого цвета, цвет универсальный, и пряжа белого цвета удобнее мне показывать мастер-классы, демонстрировать. Тоже девочки мне говорили, что если я показываю с темной пряжи, им плохо видно, как правильно надо вязать. Я выбрала пряжу белого цвета. Будем вязать кофточку. Вот смотрите. Вот эта пряжа всем известная. Это ажурная пряжа для ручного вязания. Они, производитель Пихорка, поменяли этикетку. Раньше у меня была другая этикетка у этой пряжи. У меня куплено 10 мотков. На эту модель кофточки, которую вы видите на главном фото, потребуется от 5 до, от 5 и более мотков. Все зависит, конечно, от размера вашего. Я рассчитываю, что мне хватит 6 мотков пряжи. У меня в любом случае куплено 10. Мне хватит. Цвет 01 белый. Это летняя серия. Давайте я вам покажу все подробно, расскажу. Может быть, вы тоже захотите связать себе кофточку из этой пряжи. 100% мерсеризованный хлопок. 50 грамм, 1 моток. И метраж у этого мотка 280 метров в 50 граммах. Крючок производитель рекомендует номер 2-4. Вот, я буду вязать крючком, и в идеале, конечно, 1,75. Что у меня его нет в наличии, не осталось. Вот у меня есть 2 крючка, подходящие для этой пряжи. Номер 2 и 1,5. Я уже посмотрю. Вот эта пряжа у меня есть. Я из нее уже вязала. А также я решила попробовать новинку пряжи. Такая есть пряжа Dandy. Это серия премиум. Отзывы по ней хорошие, неплохие. Пишут, что она не деформируется после стирки и хорошо вяжется из нее изделия. Это 100% хлопок, тоже мерсеризованный. Торговая марка Camtex. Пряжа Dandy. 330 метров в 50 граммах. И здесь уже производитель рекомендует крючок 1-2. То есть до двоечки. Это максимум. Говорю, что вот идеально бы мне подошел 1,75 номер. Цвет пряжи отбелка номер 002.
Вот здесь тоже у меня 10 мотков пряжи, упаковка. Ниточка по сравнению с ажурной тоньше. Так, вот смотрите, если вот для сравнения я вам покажу, здесь 330 метров, а здесь 280, то есть на 50 метров пряжи Денди больше, чем ажурная. Если хотите легкую такую ажурную невесомую кофточку на жаркое лето, то присмотритесь к пряже, у которой метраж более 280 метров. То есть 280 и более. Здесь вот 330. Тогда у вас, кто живет в жарких, как говорится, странах, у кого жаркое лето, то можно вот связать ажурную кофточку из очень тоненькой пряжи. Я буду, наверное, вязать столбиками с 2 накидами. Хочу попробовать все-таки вот связать из этой пряжи, так как я еще ни разу из нее не вязала. Это для меня абсолютно новиночка. Здесь внутри есть бумажная втулка. Пряжа, как говорится, на каркасе. И ее я обрабатывать перед стиркой, то есть стирать ее предварительно перед вязанием не буду. Каким образом я готовлю пряжу перед вязанием, вы можете также посмотреть в описании под видео. Я дала ссылку на мой секретик, который я раскрываю для вас. И по цвету, вот смотрите, вот ажурная, она, мне кажется, более белоснежная. И вот поближе покажу вам толщину нити, чтобы вы сравнили. Ну, это также вас знакомлю с пряжей для вязания одновременно в этом видео. Вот смотрите, приложу на темный фон, и вы увидите разницу. Она практически незаметная, вот смотрите. Но получается, что пряжу Денди ее выгоднее покупать. Цена у них несущественно отличается, не намного. А так она, по отзывам, очень хорошая пряжа, и из нее вяжут вещи для детей и взрослых. Главный плюс, что не деформируются изделия. Но это я вам говорю только по отзывам. Это не мое личное мнение и не мой опыт. Вот. Практически одинаковая толщина. Как вы думаете? Как вам кажется? Зрительного я отличия не увидела, кроме как того, что цвет у ажурной немножко белоснежнее. Значит, скорее всего, вот я буду вязать вот из Денди. Проект планирую запустить по вязанию с понедельника, со следующего. Это у нас будет 16 марта. Начну вязать и приглашаю вас. Присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Жду от вас комментарии под этим видео, кто будет вязать со мной данную модель очень красивой кофточки. И вы можете предложить название для этой кофточки. Если у вас есть желание, то можете мне в комментариях под этим видео написать, как назвать новый проект. Я хочу, чтобы все-таки тоже создам отдельный плейлист по вязанию, где буду размещать все мастер-классы, мастер-класс у нас будет состоять из нескольких частей. И чтобы этому плейлисту дать название, давайте поучаствуем, и вы можете предложить мне название для данной модели кофточки. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Надеюсь, вам интересно.